Привет-привет, с вами Алена. Сегодня снова вернемся к теме грызунчиков или даже скорее ковырунчиков. В общем, что мы имеем? Вот такие вот ноготки с вмятинами и местами даже с дырочками. Я знаю, что многие люди думают, что это у них какая-нибудь болезнь, начинают лечиться от грибков или считать себя вообще какими-то прокаженными и думают, что у них там какая-то травма. Но всегда стоит обратить внимание на лунулы. Посмотрите на большом пальце, например, какая она огромная, и такое ощущение, что она немножко растянута, то есть она деформирована. Дело в том, что это типичное состояние ногтей для ковырунчика или там грызунчика, короче, для того человека, который постоянно и систематически что-нибудь там себе теребит. Но мы сейчас не будем углубляться в разговоры об истории этой девушки. Дело в том, что видео архивное, и я, честно говоря, уже плохо помню, что конкретно там с ней происходило. Знаю только, что ей 18 лет, и она ковыряшечка со стажем, потому что делает это где-то с 14. Но, конечно, ей некомфортно ходить на работу, она стесняется, то есть все стандартные проблемы, но точно помню, что долгое время она считала, что у нее какая-то болезнь ногтей, и дело совсем не в этом. То есть люди зачастую совершенно не связывают вредную и навязчивую привычку ковырять себя, то есть наносить себе травмы, и состояние ногтей. Ну, так уж сложилось, что у нас вообще этому мало внимания на самом деле придают, и многие не считают нужным на эту тему заморочиться. А когда вспоминают, уже все доходит до такого состояния. Но даже это поправимо. И основная наша задача в этом случае сделать так, чтобы у нее не было возможности за что-либо зацепиться. То есть все выемки, вмятинки, бугорки и неровности нужно сгладить, и впоследствии мы закроем их прозрачным материалом для того, чтобы иметь возможность наблюдать. Вот так выглядит зачищенный ноготочек. Мы все равно продолжаем видеть некоторую пигментацию, потому что туда попала все-таки грязь. Что смогли, мы зачистили до комфортного состояния, зашлифовали, естественно, все обработаем праймером, дегидратором. Также можно использовать здесь кислотный праймер, главное не попасть им на кожу. Здесь вот, например, вы видите дырочку, да, можно расковырять самостоятельно себе палец прямо до дырки. Такое я видела неоднократно. Это определенный уровень стресса у человека, то есть что-то ее, скорее всего, беспокоит. Ну, а эти вопросы, конечно, решаются уже не за моим столом, а в кабинете психолога. Я всегда очень деликатно клиентам рекомендую, родителям рекомендую, если приводят детишек. То есть в этом нет ничего такого страшного, ну, тем более я как дочь психолога точно знаю пользу этой процедуры, мне достается по полной программе. Ну, а мы тем временем зачистили наши пальчики, и также можете наблюдать, что лунулы очень деформированы. И сейчас мы будем наносить искусственное покрытие. Я нанесла праймер. Сейчас наношу базу. Буду наносить ее тонким слоем, чтобы была сцепка. Естественно, нужно здесь понимать, что, скорее всего, почти 100% будет некое количество отслоек, потому что ногти травмированы и также они деформированы. Но ничего страшного, нам главное, чтобы было гладенько. Поэтому берем полигель и выкладываем его на пальчик. Я использую для этого иногда палочку, иногда металлическую лопаточку. Вот в те времена больше отдавала предпочтение металлической лопатке. А для выкладки самого геля я очень люблю использовать натуральную кисть, хотя иногда беру и синтетику. Это, знаете, как-то под настроение. Но в данном случае вы видите кисть, которая предназначена для работы с акрилом. Я, честное слово, не знаю, что она у меня делает, но этой кисточке уже 6 лет, и она просто какая-то бессмертная, супер мировая кисть. Ну а мы, между прочим, для эксперимента выложили с ней в тот день один ноготь длиннее, а другой чуть-чуть короче. Мы хотели узнать, будет ли ее раздражать то, что у нее есть небольшой свободный край, потому что, как правило, она носила только очень короткие ногти, все остальное она отрывала, отковыривала и так далее. Это тоже стоит понимать, и такие эксперименты нужно ставить. Здесь совершенно не было цели, задачи сотворить какую-то неземную красоту, либо сделать вау-эффект, потому что мы преследовали совсем иные цели. Нам нужно было сделать так, чтобы она не хотела их ковырять, а значит, они должны были стать гладенькие. И этого мы добились, ей очень понравилось. Я сильно не морочилась над какими-то там супер бликами и выравниваниями, потому что
что в планах покрытия не было совершенно никакого. Мы перекрываем это все сейчас топом. Также можно было бы дровнять базы. Я вижу, что блик неровный, но нам нужно было, чтобы хотя бы не за что было зацепиться. Этот результат ее вполне устроил. Она была очень рада, что пальчики теперь приятно гладить. Как раз это я ей сказала, что с этого момента она будет их гладить и любить, а не насиловать и терроризировать. Ведь все-таки такой акт, он, лично мной воспринимается как нелюбовь к себе, как постоянное желание себя за что-то грызть, за что-то травмировать. Возможно, эти люди себя где-то ругают, может быть, считают, что они недостаточно хороши для чего-то. В общем, занимаются самогрызением, самоедством на физическом и ментальном плане, если хотите. Вот такое вот мое мнение. Но я не считаю, что они какие-то ненормальные там или больные. Да? Многие думают, что если ты отправляешь человека к психологу, то значит он болен. Нет, это совершенно не так. Просто многим из нас зачастую нужна помощь для того, чтобы разобраться в себе, расставить все точки над «и» и сделать какие-то выводы и где-то над собой поработать. И, конечно, просто визит к мастеру маникюра или к психологу не поможет. Здесь все-таки нужно будет приложить усилия, чего мы ей и пожелаем. Ну, а вас я прошу оценить это видео, поставить лайк или даже дизлайк. Не забудьте подписаться. А с вами была Алена. Пока-пока и до новых встреч.